когда завершался переговорный процесс по вступлению России в ВТО, естественно, обсуждать торгово-экономический раздел нашего соглашения с Евросоюзом до решения всех вопросов по ВТО, было, в общем, наверное, бессмысленно. Переговорный процесс по ВТО завершился в конце прошлого года, в декабре. Все, так сказать, процедуры были формализованы к августу этого года. Но вот те 12 раундов, которые состоялись до этого, пока что вот на этом мы остановились, потому что, я бы сказал, по двум причинам. Первая причина – это то, что камнем преткновения на переговорах стал как раз вот торгово-инвестиционный блок. Евросоюз не скрывает, что хотел бы в наше новое базовое соглашение включить положения, которые можно было бы охарактеризовать формулой ВТО+. Но прошу понять правильно, что российская экономика только-только приспосабливается к членству в ВТО. Да, переговоры шли 18 лет, но имплементация тех договоренностей, которые и составили вот пакет этот компромиссный по вступлению в ВТО, это был компромисс зачастую болезненный, сопряженный с болезненными уступками, в том числе с российской стороны, ну и, разумеется, с теми достижениями, которые на переговорах наши коллеги добились. Российская экономика переваривает членство в ВТО, если образно так сказать. Второй момент – это параллельно набирающий обороты процесс евразийской экономической интеграции. Естественно, по мере становления наднациональных структур нашего изначально таможенного союза, затем Евразийского экономического пространства и в 2015 году Евразийского экономического союза в составе на сегодняшний день 3 стран – России, Белоруссии и Казахстана, в перспективе и, очевидно, большего числа государств, этот процесс на каком-то этапе означает передачу целого ряда, причем все большего числа национальных компетенций на наднациональный уровень. То есть примерно происходит то же, что происходило в Европейском Союзе несколько десятилетий тому назад. С созданием Еврокомиссии, с передачей ей полномочий и так далее. Если в Евросоюзе этот процесс сейчас во многом, я бы не сказал, что он завершился, но можно сказать, что застопорился, и даже есть настроение, особенно в Лондоне, в пользу того, чтобы ряд полномочий вернуть на национальный уровень, то у нас еще все, как говорится, впереди, этот процесс только начался, хотя идет довольно бурными, активными темпами. Естественно, поэтому возникает вопрос о соотношении национального компонента и уже компонента евразийской экономической интеграции в будущем соглашении. Все сказанное не означает, что процесс переговорный по НБС, как мы его сокращаем, это, правда, условное название, новому базовому соглашению, это не означает, что переговорный процесс прекратился или замер. Неформальные встречи идут. Они идут на моем уровне, а я являюсь главой российской переговорной делегации с моим коллегой, генеральным директором Европейской внешнеполитической службы господином О'Салливаном. Они ведутся на уровне наших торгово-экономических экспертов. В основном этим занимается директор департамента Минэкономразвития Максим Медведков, известный всем по переговорам по ВТО, и заместитель генерального директора Еврокомиссии по торговле господин Балаш. Вот они встречались в начале декабря в очередной раз в Женеве. Эти переговоры продолжаются на разных уровнях, в разных форматах, но обсуждение идет. Причем это обсуждение уже вышло на уровень подготовки каких-то письменных соображений.
Вот, это что касается переговорного процесса. Будет ли там энергетика? Ну, там все отраслевые наши и диалоги, которых 1,5 десятка, будут отражены, и те задачи, но, естественно, без чрезмерной детализации, потому что соглашение, о котором мы ведем речь, это соглашение рамочное, которое потому рамочным и называется, что оно будет создавать основу для последующего заключения отдельных секторальных соглашений. 2012 год войдет в историю наших отношений как год укрепления стратегического партнерства. В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса, в условиях тех проблем, которые у Евросоюза в течение этого года были, не буду их повторять, и которые неизбежно, конечно, фокусировали больше внимания ЕС на решение именно внутренних проблем. Тем не менее, мы взаимодействовали по широкому кругу вопросов, политический диалог развивался, состоялись, ну, будем говорить о предстоящем саммите как уже состоявшемся, раз мы оцениваем год в целом, состоялись 2 саммита. Один был летом в Стрельне под Санкт-Петербургом, и вот второй сейчас в Брюсселе. Состоялся целый ряд встреч на министерском уровне, работали постоянные советы партнерства в различных областях, развивались диалоги секторальные, от энергетического до космического, допустим. Продолжалось взаимодействие по парламентской линии. Кстати, я могу добавить, что в эти дни как раз, то есть буквально сегодня, в Москву прилетает делегация Комитета по международным делам Европарламента, который завтра будет вести соответствующие переговоры и консультации со своими коллегами в Госдуме Совета Федерации. Могу сказать, что можно было, наверное, добиться большего. Можно было добиться большего на треке продвижения к безвизовому режиму, но, как говорили классики, дипломатия – это искусство возможного. В экономике могу сказать, что рост и товарооборота, и инвестиций был достаточно впечатляющий. Это двузначная цифра, где-то порядка 30%. Правда, надо иметь в виду, что это завершение посткризисного восстановления. Но, тем не менее, порядка, вот я в рублях наиболее впечатляющая цифра. Наш товарооборот с Евросоюзом превышает 12 триллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. А что предстоит в следующем году? Я считаю, у нас уже запланирован целый ряд мероприятий. Ну, помимо саммитов, которые будут, у нас в конце марта состоится очередная встреча правительства с Еврокомиссией в Москве. У нас на выходе уже ряд соглашений, которые, как мы рассчитываем, будут подписаны в ближайшие месяцы. Самые разные. Ну и, конечно, некоторые сюжеты, наверное, окончательно решить не удастся, некоторые открытые вопросы. Но, тем не менее, мы будем работать в этом направлении.